Привет! Однажды я записывал видео про битрейт, дискретизацию и оверсэмплинг, и там в комментах было довольно много запросов на «просто о сложном». Что ж, сегодня просто о дизелинге, нойз-шейпинге и ошибках квантования. Действительно ли стоит об этом беспокоиться? Спойлер – не особо. Покажу на примерах, а в конце о правилах применения и о минусах. Помните, я рассказывал про битность и дискретизацию. Вертикальные линии нарезки – дискретизация времени. Это на сколько частей делится секунда. А горизонтальные линии нарезки звука, в которые записывается звуковая волна – это битность. Количество значений по вертикальной оси. В 24-битном файле этих значений больше 16 миллионов. Все получается очень плавно и детально. А в 16-битном файле 65 тысяч с копейками. Тоже немало. Теперь представьте. Вы работаете над треком. В проекте при написании битность 32 с плавающей запятой или вообще 64. Все звучит прекрасно. Все тихие звуки, хвосты реверберации, затухание, все плавное и детальное. И вот вы хотите выгрузить это все для большинства стримингов. А там 16 бит. Вот я вам нарисовал волну. И давайте посмотрим на нее, на маленький кусочек. Он уже тихий, как хвост реверберации. Красными изображены все возможные значения 16-битного файла. Фиолетовые линии 24-битного. Их в 256 раз больше красных. На пересечениях вертикальных линий и горизонтальных координаты волны. Что происходит во время понижения битности? Программа должна взять вашу детализированную волну и впихнуть ее в 16-битную сетку, отбросив как минимум 15,5 миллионов значений, оставив только 60 тысяч. При экспорте в 16 бит программа будет смотреть на каждую точку из 44 100 и округлять ее значение до ближайшей доступной 16-битной ступеньки. Вот так. Ну и теперь представьте себе хвост реверба, который затухает до нуля. В 24 битах он проходит по тысячам крошечных значений, а в 16 битах этих значений не тысячи, а единицы, и звук превращается в неприятный цифровой шум. Вот у меня есть хвост реверба в 32 бита с плавающей. Я срендерил его кусок в 24 и в 16, и взял у него только часть. И нормализовал до нуля. Послушаем сначала 24 бита. Все шикарно, затухает. А теперь он же в 16 бит. Жутко. Это называется ошибкой квантования. И здесь важно сказать, что это заметно только на тихих участках, если их прибавлять по громкости. Вот тот же хвост без дизелинга и без нормализации. Ничего не слышно, проблема преувеличена. Если трек громкий, то ошибок квантования вообще не будет слышно. Я как-то записывал видео, как сделать громко. Кстати, классное видео получилось, ссылка в углу экрана. И вот давайте тот трек послушаем, преобразовав не просто в 16 бит, а в 8. Услышали разницу? А я несколько раз переключался между 16, 8 и даже 6 битами. Давайте я воспроизведу этот же пример еще раз. Вот как выглядит один и тот же кусок волны в 16 бит и в 6. В 6-битном волна идет лесенкой. Именно так, как я показывал вам в начале видео. Потому что там точка может принимать всего 64 значения громкости. И ведь, в принципе, норм на слух, не супер заметно. С громким треком разобрались, а вот если не прибавлять громкость сэмпла с ошибками квантования, то эти искажения даже не будет слышно. То есть в подавляющем большинстве случаев можно не волноваться. Вы же не прибавляете треки на 50 дБ. Но представьте, что вы компрессируете 16-битный сэмпл. В результате компрессии тихие звуки становятся громкими, и эти ошибки квантования теоретически могут быть услышаны, если вы не прибавляете в компрессоре на 50 дБ. Как же решают проблему перевода из высокой битности в пониженную? И вот тут как раз нужен дизелинг. Чтобы избавиться от этого уродливого цифрового шума, мы добавляем в сигнал шум. Да, реально, мы боремся с плохим шумом с помощью хорошего шума. Этот специально созданный очень тихий шум подбавляется к сигналу прямо перед тем, как он будет округлен до 16 бит. Что это нам дает?
Теперь, когда сигнал находится между двумя соседними 16-битными значениями, он не прилипает мертво к одной из них. Благодаря шуму он как бы вибрирует и случайным образом перескакивает то на одно значение, то на другое. И в результате ошибка округления становится не систематической и предсказуемой, а случайной. И наш мозг воспринимает эту случайную ошибку не как мертвый шум, а как очень тихое аналоговое шипение. По сути, мы маскируем артефакты квантования под легкий и гораздо более приятный на слух шум. Ну и это еще не все. Инженеры пошли думать дальше и придумали noise shaping – формирование шума. Мысль была простая. А зачем нам этот шум в тех частотах, которые мы хорошо слышим? Давайте вспомним чувствительность нашего уха к частотам. Это же не студийный микрофон. Мы чувствительны в основном к звукам в диапазоне примерно от 1 до 5 кГц. Это область голоса, важных транзиентов, щелчка барабанов и так далее. Мы там слышим мельчайшие детали. А к очень высоким частотам чувствительность падает. Такой звук должен быть намного громче, чтобы мы его заметили. Взрослые люди, кстати, вообще такие частоты плохо слышат. Так вот, инженеры подумали, стандартный дизелинг ведь добавляет шум равномерно по всему частотному спектру. Но зачем нам этот шум там, где мы его прекрасно слышим? Давайте его переместим и запихнем большую часть энергии дизель-шума в высокие. Помните, у нас был вот такой шум дизелинга, а стал вот таким. А на частотном анализаторе они вот так отличаются. В итоге общая энергия шума осталась такой же, но его частотная форма, shape, стала максимально незаметной для слуха. Воспринимаемая громкость шума стала в разы меньше. Вспоминаем люфсы и мои видео про это. Типы noise-shaping бывают разные. Когда вы заходите в настройки дизелинга, вы там видите всякие Type 1, 2, 3 или что-то типа POWR, M-Bit Plus или Apogee UV22HR. Разница в агрессивности и перераспределении шума. Простые типы делают это очень мягко. Они немного убавляют шум в середине и добавляют в высоких. А агрессивные типы, типа Ultra, Highest Shaping, работают жестче. Они вычищают середину, завышая сильно шум на высоких. Что выбрать? Не парьтесь слишком сильно. Разница между ними на слух все-таки не такая большая. Для подавляющего большинства задач подходят умеренные варианты. Medium, Normal, Type 2 и POWR2. Отличный результат без побочек. Агрессивные могут сделать шум тише, да, но есть нюанс. Подвох в том, что сильный пик шума на высоких частотах, хоть и не сильно слышим, все-таки является частью амплитуды сигнала. Это, кстати, было видно на моей демонстрации. И если трек отмастерен под завязку под 0 dB, то прибавление к нему агрессивного нойз-шейпинга во время дизелинга при переводе в 16 бит может создавать пики, которые превысят 0 dB и вызовут клиппинг на цапах некоторых плееров. Поэтому, если выбираете подобный дизелинг, лучше оставлять небольшой запас – headroom. В целом полдецибела хватит. Теперь о том, когда дизелинг нужен, а когда его применять не надо. Первое и главное правило – дизелинг применяется только один раз на самом последнем этапе, когда вы понижаете битность вашего файла. То есть, когда сведение закончено, мастеринг сделан, и теперь вы экспортируете финальный файл в 16 бит для CD и для стриминга. И вот только в этот момент вы его включаете. Теперь, когда не нужно использовать дизелинг. Первое. Не применяйте его дважды. Если вы примените дизелинг к файлу, в котором он уже есть, тогда вы просто добавите еще больше ненужного шума. Второе. Дизелинг не нужен, если вы экспортируете отдельные дорожки, стемы, для сведения в 24 битах. Битность не понижается, дизелинг не нужен. Сведением и мастерингом занимается другой инженер, и вот он применит дизелинг в самом конце. Вот пример. Я экспортнул трек с дизелингом дорожек для сведения и мастеринга, и вот что получилось. Как слышите, есть шум от дизелинга, не сильный, но есть. Третье. Дизелинг не нужен, если вы просто сохраняете свой проект и делаете промежуточный рендер в той же битности. Четвертое. Дизелинг не нужен, если вы работаете для видео и выгружаете файл в 24 бита. Понижения до 16 бит нет, дизелинг не нужен. Подведем итоги. Дизелинг — это не страшная функция, полезный инструмент, который превращает цифровые артефакты в незаметное шипение. Просто помните, что его место в самом конце производственной цепочки, и только один раз. В будущем я еще вам расскажу про всякие умные термины просто.
А на сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.